Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о стрессе, о том, где и как он рождается, и как со стрессом нам бороться. Поэтому досмотрите это видео до конца. Ну а меня зовут Виктория Андерсон. Спасибо, что следите за моим каналом, поддерживаете меня, подписывайтесь. И я сегодня с удовольствием с вами буду вместе. Итак, физическая, психическая, нервная перенагрузка приводит, естественно, к стрессам. Что же это такое? Это прежде всего наш недосып. Мы постоянно за что-то волнуемся, за себя переживаем. Переживаем за всех вокруг нас людей, за работу, за бизнес, ночные смены и все такое. Это приводит, конечно же, к стрессу и к каким-то неврологическим заболеваниям. Как это происходит? Значит, у нас в голове есть такая структура, которая называется лимбическая система. И эта лимбическая система, она отвечает за память и за все наши эмоции. То есть за то, как нам хорошо и за то, как нам плохо. И вот когда человек находится в постоянном каком-то стрессе, в такой гиперактивности, эта наша лимбическая система, она перевозбуждается, и в ней рождаются очаги паники, очаги тревоги, и это все передается дальше нашим остальным органам. Нервная система, как вы знаете, она состоит из симпатической системы и из парасимпатической системы. Симпатическая система, я буду сейчас объяснять вам все в мультиках, как я всегда говорю, все просто и понятно. Так вот, симпатическая система, она отвечает за, знаете, вот такую активность, за действие, а парасимпатическая система, наоборот, за релакс и расслабление. То есть, когда мы просыпаемся утром, то мы такие активные, мы готовы победить весь мир, мы готовы к работе, мы принимаем решения, и в этот момент как раз работает наша симпатическая система. А вечером, придя домой, покушав, нам хочется сесть, расслабиться, посмотреть какой-то добрый, хороший фильм. Подчеркну, добрый, хороший фильм, не новости, ребята. И как раз вот в этот момент, когда мы вот такие вот немножечко успокаиваемся, наш организм готовится ко сну, и именно в этот момент работает наша парасимпатическая система. В идеале обе эти системы должны уравновешивать друг друга. Но мы же всегда впереди планеты всей, нам нужно успеть все, мы постоянно в каким-то, сами себя причем загоняем, постоянно что-то думаем о том, что если не я, то кто же, вот мне нужно успеть. И в такой момент симпатическая система, она работает как на износ, она входит как бы в штопор, и ей просто никуда не деться. И что происходит? Загнанных лошадей нельзя бить, иначе они умрут. И то же самое происходит с нашим организмом. Когда мы постоянно, как белка в колесе, нам бы успокоиться вроде как, да, но мы не можем. И мы начинаем себя как бы поддерживать искусственно. Не вместо того, чтобы успокоиться, мы поддерживаем наш организм, например, бокалом вина, но это ничего еще, а чрезмерным употреблением алкоголя, да, это уже плохо. Или же мы начинаем курить на нервной почве, или же постоянно пьем большое количество кофе, за счет кофеина мы дальше как-то двигаемся, да, и это все очень и очень плохо. Почему сейчас, как мы уже объяснили, что весь этот очаг стресса возникает в нашей голове, в лимбической системе. Да? И вот что происходит с нашим организмом? У нас есть такой один тонкий, длинный нерв, который начинается в стволе головного мозга, и он называется блуждающий нерв. Почему он называется блуждающий? Потому что он как бы из головы он идет по шее, потом идет в грудную клетку, в дыхательные пути, он как бы веточками вот так распространяется, да,
и идет также в наш кишечник, в желудочный тракт. Почему при стрессе многие из нас не могут кушать, их тошнит, появляется какая-то сухость во рту и головокружение, да? Опять же, человек не может уснуть из-за этого стресса. Почему? Потому что, как я уже ранее сказала, все это передается по другим нашим органам и нервным системам. И поэтому очень и очень важно, когда мы в таком вот находимся тренинге, когда нам нужно вместо того, чтобы продолжать накручивать этот стресс себе, остановиться. И в этот момент очень и очень важно расслабиться, подключить, помочь себе подключить парасимпатическую систему. Расслабиться как мы можем? Мы можем даже просто элементарно пойти на улицу погулять. Пешая прогулка прекрасно, восстановит ваше дыхание. Надо успокоиться, дыхательные практики. Можно подышать глубоко, можно помедитировать, можно выспаться в конце концов. И это все поможет вам успокоиться. Почему? Я говорю, медитация очень хорошо помогает при таком стрессе. Почему? Да потому что пока мы вот как бы отвлекаемся, да, пока мы концентрируем свое внимание на дыхании, то наш блуждающий нерв немножко успокаивается, и наша парасимпатическая система подключается, дыхание как бы у нас замедляется, сердцебиение становится нормальным, неучащенным, и мы приходим в себя. Вот так работают эти две системы, и вот так рождается этот самый стресс. И я хочу в конце этого видео вам всем пожелать того, чтобы вы о себе думали, о вашем здоровье, прежде всего, о вашем здоровье и о вашей нервной системе. Поймите и поверьте мне, ни одно предприятие, ни один бизнес, если, не дай бог, с вами что-то случится, и у вас начнутся панические атаки, потом депрессия, и вы не сможете выходить на работу и будете на больничном, то вам очень и очень быстро найдут замену. А вот здоровье и новый организм, к сожалению, нигде не купишь на распродаже. Оно у вас одно. И поэтому берегите себя, берегите свое здоровье, следите за ним, берите жизнь в свои руки и помните о том, что стрессоустойчивость можно и нужно тренировать в себе, так же, как и другие хорошие привычки. Так что учитесь расслабляться, когда у вас возбуждение, перевозбуждение, отдыхайте, высыпайтесь, гуляйте. А если наоборот у вас какая-то апатия, то пытайтесь себя как-то активировать и действовать, чтобы вы не впадали вот в эти вот два разных таких дисбаланса. Спасибо, что были со мной. Всех вас очень и очень люблю, дорожу вами и искренне вам желаю всех благ, ну, конечно же, крепкого здоровья. До новых встреч. Пишите, оставляйте свои комментарии. И думаю, в следующий раз мы с вами давайте поговорим о панических атаках. Продолжим эту тему. И еще посмотрите обязательно мое тоже одно видео, которое я дам сейчас ссылочку, о стрессе тоже, там будет о тревоге. Там я разговариваю, рассказываю о том, какие витамины вам нужно добавить в ваш рацион. До новых встреч. Люблю вас еще раз. С вами была Виктория. Пока.